Всем йога, братья! В этом видео я расскажу, почему я ушел с вегетарианства. Но прежде я хочу рассказать, почему я ушел с всеедения. Всеедение – это когда ты жрешь абсолютно всю хрень, которую только можно есть. Приходишь в магазин, все, что там продается, ты покупаешь и жрешь с утра до вечера. Я не сразу это понял. Мне потребовалось несколько лет для того, чтобы вдуплить, что употребление всего подряд ведет к всевозможным болезням. Я, конечно же, не верил, до конца не верил. Я думал, что если продают, значит безопасно, значит это нормально, значит можно. Но я ошибался. Степень заблуждения была настолько велика, что я даже подхватил себе пару серьезных заболеваний. Но когда я отказался от всей этой хрени, всякие чипсы, хренипсы, всякие газировки, всякие смеси и прочее, я почувствовал прилив энергии. Я чувствую себя сильно лучше. Я прикоснулся вот к этому. Он пришел ко мне. Я его почувствовал. Впервые в жизни я узнал такое понятие, как вегетарианство. Это такие чуваки, которые, по-простому объясняю, сложно ты сейчас не надо, вот это все сложно, зачем это сложно? Мясо. Вот бежит животное, его замочили, содрали шкуру, приготовили, сделали мясо. И вот это мясо, и вот эти чудики, вегетарианцы, они не едят. Они думают, что они какие-то нахер особенные. Они решили, что они могут обойтись без мяса. И я так подумал, раз вы такие все выпендрежники, давай, значит, будем срать в комментариях под этими чуваками, которые рассказывают про живое натуральное питание. Я, конечно, таким не занимался, но видел такое. И, естественно, вызывают огромное количество вопросов. А что это у них так жопку-то бомбит? Что они так переживают по этому поводу? И, значит, эти чуваки, которые мясо не едят, они это делают, оказывается, не просто так. К ним не Хари Хриншна спустился с небес и сказал: да, друзья, вы знаете, а вот не надо. Не так это было. Все происходило постепенно, и каждый приходил к этому через какой-нибудь косяк в здоровье. Как и я. Я почувствовал себя хреново, изучил вопросы, и оказалось, что, оказывается, лечебное голодание, отказ от каких-то продуктов – это хорошая вещь. И в том числе везде рекомендуют отказываться от мяса и мясомолочной промышленности как таковой. Я попробовал, и мне понравилось. Сначала, конечно, это выглядело безобразно. У меня вся харя была просто... Я весь в прыщах был, такое ощущение, как будто меня вот так вот сжимали, и какие-то внутренние мои соки, какие-то вот это все это прыщами из меня выходило. Какой-то кошмар. Но позже, когда процесс очищения организма, это называется детоксикация, страшное слово, я не знаю, кто его придумал и зачем вообще что-то усложнять, допустим, детоксикация, очистка по-простому. Вот это, когда все у меня закончилось, прыщи пропали. Они, конечно, иногда бывают еще, но мне кажется, это связано с тем, что некоторые производители а-ля веганское вегетарианство не совсем добросовестно относятся к своей работе. Где-то что-то не домыли, где-то что-то не дочистили, какую-то грязь попала, и те же самые прыщи поперли. Но прыщей сильно меньше, значительно, просто в разы меньше, нежели чем когда ты употребляешь мясо-молочку. Сложно поверить, я знаю, не верь мне, я тебе говорю, книжки есть об этом, целые книги пишут, ученые доказывают. Я в описании, конечно, ссылку на книжки дать не могу, это нарушает авторские права и вообще карается по полной программе 3 плетями по жопе, поэтому я оставлю просто название, а ты уж в силу своих, скажем так, финансовых возможностей либо купишь, либо выкачаешь где-нибудь на бесплатном торренте, хостинге и прочем, в общем, тебе решать, как поступать, это твоя жизнь. Название я, конечно же, оставлю, прям список такой, что почитать. Так вот, вопрос главный, что это я ушел вдруг с всеедения? Так заколебали болезни, вот и ушел. А теперь вопрос второй, главный, ключевой этого видео, а почему я ушел с вегетарианства? Как вы уже поняли, я ушел не обратно к всеедению, потому что там болезни, как вы понимаете. А я ушел к сыроедению. Сыроедению. Особо пытливые из вас скажут: а что, дебил, мясо сырое ест, что ли? Или сыровая диета? Ты что, дебил, только сыр есть? Ты же будешь пердеть как скунс. Знаете, я в самом начале так не думал.
И мне немножечко, вот столечко, вот чуть-чуть, вот прям вот настолько, вот так вот. Мне чуть-чуть жаль этих людей, которые думают, что сыроедение это вот то, что я сейчас озвучил. К сожалению или к счастью, сыроедение это маленечко другое. И я сейчас коротенько расскажу, что такое сыроедение, если не задохнусь от этих благовоний. Есть у нас продукт, который мы для каких-то целей видоизменяем посредством термической обработки нагреванием, огнем. Вот просто берем огонь и нагреваем. Какой-то продукт, который мы едим, становится более приемлемым, как нам рассказывают, более усвояемым и так далее. Но, когда я наткнулся на литературу, я опять-таки не ссылками на книги, а названиями книг в описании оставлю, наткнулся на литературу, где рассказывается, что, оказывается, обработка пищи ведет к образованию соплей, а ведет к образованию огромного количества проблем с зашлаковки организма и, в общем, Хари Кришна против. И я решил попробовать. А почему бы и да? Это ж мое тело, что хочу, то и делаю. Я начитался, воодушевился, понял, что таких сыроедов до хрена и куча, и у них все ништяк. Из каждого утюга кричат о том, что в этом здоровье, в этом смысл жизни. И я попробовал. И вы знаете, с тех пор я ем сырое. Я уж не знаю, что со мной будет еще через 10 лет. Мне просто так все говорят. Посмотрим, что с тобой будет через год. Потом я говорю, год прошел, через 2, потом прошло 5, потом 6. И мне вот так все время говорят. Я не знаю, мне почему-то видится, что если с тобой через месяц, через 2 ничего плохого не происходит, а происходит хорошее, то есть у тебя улучшается самочувствие, здоровье становится лучше, чем было, то... Ну, как минимум, здесь важно наблюдать динамику, а динамика идет на улучшение. Если, конечно, не нюхать эти благовония с утра до вечера. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну, про эти крайности, типа хреном. Просто с точки зрения даже вот элементарно здравого смысла, если пробежаться по совокупности органов, которые есть у хищников и у плодоядных и у травоядных, то человек по всем своим параметрам, но никак даже не всеядный, а он очень похож на плодоядных. И исходя из естественности, из природы, можно сделать вывод, что употребление плодов для человека является сильно более естественным, нежели чем употребление плоти. Ну просто вот... Список огромный, начиная от длины пищесопроводительной, пищевыведительной системы, заканчивая зубками, это не клыки, это чтобы разгрызать плоды, и так далее и тому подобное. Ну, элементарно, даже внутреннее чутье человека подсказывает, что не способен он голыми руками набрасываться и каждый вечер на ужин себе разрывать и готовить. Конечно, подобное извращение имеет место быть, и таких людей очень много, которые кричат, да я себе кого там угодно замочу и сожру. Понятное дело, что есть какие-то глисты, которые уже просят и уже пробрались в сознание человека и начинают манипулировать его действиями, отводят его от естества. И второй момент, который тоже подсказывает нам природа. В природе даже среди хищников и не хищников, но нету термоприготовления, то есть нету вот этого приготовления к запуску в космос, как некоторые шутят в интернетах Миловановы. Нету приготовления пищи к запуску в космос. Она как есть, так и есть. То есть животное в природе нашло, сожрало и получило все эти плюшки в виде хорошего самочувствия. И если пробежаться по количеству болезней, количеству недомоганий у человека и, внимание, домашних животных, которые болеют тем же, чем и человек, в сравнении с животной природой, надо быть слепцом, чтобы не увидеть. Животные едят сырое, даже независимо от того, хищники они или не хищники, и чувствуют себя сильно лучше. Соответственно, делаем вывод, что вот эта вся кулинария – это просто от беса. И, как говорят некоторые особо приближенные, они считают, что вот эти приятные запахи, вот эти благовония приятные, которые испускают продукты, когда мы готовим, стимулируют наше выделение соков, что мы так сильно начинаем хотеть кушать. Так вот, эти вот запахи благовоний – это так называемый прощальный пук полезных веществ, которые просто вот так вот на прощание выходят из этих продуктов. После этого эти продукты абсолютно бесполезны. Просто совокупность слизи, крахмала, клейстера и прочего дерьма, которое мы впихиваем в себя только по одной единственной причине. Это добавление всевозможных специй, всего вот этого.
А, кстати, все то естественное, что мы кушаем, зачастую не требует специй. Все эти плоды, овощи, когда ты их кушаешь, ты получаешь удовольствие от употребления, если, конечно, это не синтетическая ГМОшная хрень, которую нужно подслащивать, подперчивать и прочее. А вот нормальный плод, как он есть, выращенный в естественных условиях, без всяких добавлений. Это ж вкуснятина, нет никаких надобностей у человека добавлять специи. Подумай об этом. Это единственная причина, почему я ушел с вегетарианства. Это гребаная хрень, которая кроме как соплей, вялости и тому подобного, ничего хорошего не дает. А вот сыроедение, алло, очень даже алло. Но, как говорится, на сыроедении что-то ты как-то дрищеват, и мне об этом и говорят. Я, в принципе, уже привык к тому, что человек по своей природе должен быть дрищом, потому что у нас просто цивилизация современная, опухшая от еды, я считаю. Просто вот это ожирение тотальное. У нас изменились рамки представления о том, каким должен быть человек. И когда ты уходишь на живое питание, тебе все говорят, ты что-то похудел, а ты им говоришь, ты идите-ка нахер, я нормальный, это ты жирный. Но это не все так говорят, потому что, что называется, мясоед может и в рожу дать, и это больно. И часто мясоеды сильнее, потому что в мясе, которое они едят, с огромное количество стероидов. И когда человек съедает мясо, выращенное на стероидах, эти стероиды попадают в него. И по сути у нас все, кто едят мясо, они стероидники, они на курсе, они курсят. И с молочкой то же самое, антибиотики и прочее. Почему лекарства так слабо работают? Да просто в мясе молочки содержится такое количество антибиотиков, стероидов, что называется, уже ничего не берет. Ну так вот, я все это дело взвесил, переосмыслил и решил для себя, больше не хочу, больше не буду. А чтобы хоть как-то соответствовать вот этой вот накачанности, которую нам вдолбили, я просто начал кушать вещи, которые содержат много белка вот по этим нормам. Я, конечно, в эти белки, килокалории и витамины давно уже не верю. Все это чушь собачья, не подтвержденная ничем, кроме как научными работами, в которые я, к сожалению, не очень-то верю. Ну, и как минимум на 50% только верю, а может быть даже меньше. Ну так вот, я решил, что нужно, вот исходя из этих норм белковых, просто потреблять такие вот продукты. А это бобовые, а это какая-то клетчатка, а это из мелкодисперсная структура из каких-то злаков. Все это делается очень просто. Я перед тренировкой беру блендер, в него закидываю 5 орешков, на литр воды размешиваю, получается такая консистенция, ну практически как молоко матери, только не матери, а миндалины, что называется, или фундука, или какого-нибудь другого ореха. После этого эту жидкость выпиваешь, у тебя насыщение жидкостью, у тебя зашлаковка и тренируешься, и у тебя все в мышцах стоит, и ты такой же сильный, выносливый, и при этом нет никакой побочки в виде неприятного запаха от тела, разложений, болезней и всего того, что мы получаем. То есть вроде бы как бы и сыроедение, вроде бы как бы и не кушаешь животных, и вроде бы как бы и силы-то есть, и еще энергии сильно больше, чем у всех традиционно всеядных и прочих питающихся. Ну, короче, я думаю, вы посыл уловили. Просто так поверить Чубрику в интернете довольно-таки сложно, но я особо-то и не призываю. Я призываю изучить вопрос. И, возможно, в процессе изучения ты, мой юный зритель, или не очень юный, если не очень юный, то, наверное, очень больной, придешь к пониманию того же, к чему приходят все эти сотни, тысячи и миллионов людей, которые все это дело осознали и живут немножечко другой жизнью. Ну да ладно. Если ты находишь данную информацию полезной, не останавливайся, ныряй в описании. В описании книжечки прочитай хотя бы одну, дай себе такое обещание. Ладно, я прочитаю, у меня аж там что-то болит, я прочитаю, изучу вопрос. Вдруг это все правда, вдруг башка в интернете не врет. И если оно так, действительно так, то будет несправедливо с твоей стороны эту информацию скрывать от других. Поэтому запиши подобное видео, расскажи о своем опыте, но если ты ленище потомственный в какой-то степени, отправь это видео своим друзьям. Ну, уж про лайки не прошу, и так понятно, если ты смотрел до этого момента, ну, как бы грех не поставить лайк. Не греши на Рому, не надо. Все, давайте, тушим эту херню надо тушить. Счастливо.